В окружении западных военных баз Иран воюет со своими соседями, называет Соединенные Штаты посланниками сатаны и строит свой союз с Китаем и Россией. Это видео про то, как западные страны своими руками создали себе врага, как он под санкциями начал разработку ядерного оружия с помощью России и какую цену готова заплатить радикальная иранская верхушка за независимость своей исламской республики. Друзья, чтобы разбираться в экономике и понимать, что вообще происходит в мире и как эти события влияют на наши кошельки, обязательно подписывайтесь на простую экономику в Телеграме. Ссылка в описании. «1908 год. Ночь 26 мая. Пустыня на юго-западе Персии. Территория современного Ирана. Жара настолько сильная, что спать в палатке невозможно. Поэтому британский лейтенант Арнольд Уилсон ложится снаружи прямо на землю. Однако в 4 часа утра его разбудили резкие крики. Уилсон проснулся и увидел фонтан нефти, вырывающийся из земли на 15 метров вверх. Так этой ночью с этого фонтана началась вся современная история нефти на Ближнем Востоке, из-за которой будут развязываться войны и которая будет определять мировую геополитику. Уже через год после открытия Уилсона для добычи и экспорта этой нефти была основана англо-персидская нефтяная компания, которую сегодня вы можете знать под названием British Petroleum. Причем же тут Персия и далекая островная Британия? А дело в том, что в конце 19 века именно в Персии развернулась острая фаза большой игры, чуть ли не первой в современной истории прокси-войны. Прокси-война — это такой конфликт, в котором страны воюют чужими руками и на чужой территории. Так вот, главными соперниками в большой игре были две империи — британская и российская. На мировой карте конца 19 века видно, британская и российская империи разрослись так сильно, что в Центральной Азии их друг от друга отделяли только Персия и Афганистан. Афганистан — это, конечно, важный, но менее ценный для России регион, чем Персия, ведь через Персию можно было получить доступ к Индийскому океану, а оттуда ко всей Южной Азии, в которой царствовала Британия. Британия хорошо это понимала и пыталась Россию всеми силами остановить. Поэтому страны активно вмешивались во внутреннюю политику Персии, избегая прямого военного конфликта. Так продолжалось до 1905 года, пока в Персии не начались народные волнения. Обычным персам надоело, что шах набирает кредиты у России и Великобритании для своего роскошного образа жизни, а потом гасит долги за счет повышения пошлин и налогов. Люди требовали конституции, парламента и даже свержения монархии. Но это было не в интересах России и Великобритании. Две империи решили, что этот подъем персидского самосознания им не нужен, а потому прекратили конфликтовать между собой и подписали в 1907 году англо-русскую конвенцию, фактически поделив Персию на сферы влияния. Север отдали России, юго-восток — Британии, а центр сделали нейтральным. И, как выяснилось, раздел сфер влияния провели в очень подходящий момент. Мир входил в новую эпоху. Если пару десятилетий назад нефть использовали в основном для освещения, керосин для ламп, то теперь она стала основой топлива первых двигателей внутреннего сгорания. Нефть меняла не только жизнь обычных людей, но и то, как велась война. Автомобили, корабли и танки, новая техника уже появилась и стала ездить и ходить быстрее и дальше благодаря черному золоту. И не иметь надежного доступа к нефти означало отставать в развитии. Великобритании с этим поначалу не повезло, ведь свою нефть в Северном море они найдут только в 60-е годы 20 века. Но вот о запасах нефти в Персии британцы знали давно, потому что она там буквально выходила на поверхность, и ее добыча обещала быть простой и дешевой.
С персидским шахом тоже договорились быстро. Мы вам 16% от прибыли, а вы нам доступ к недрам. Просто чтобы вы понимали, насколько критичной для Великобритании была эта нефть, в годы Первой мировой войны персидское производство обеспечивало до 20% потребностей в топливе флота Великобритании. Нефтяному бизнесу не помешал даже политический переворот в 1925 году, который привел к смене правящей династии в Персии. И с подачи нового шаха в 1935 году в Персии провели ребрендинг и переименовали ее в Иран, что означало дословно «страна ариев». Новое название должно было подчеркнуть, что Иран — это давным-давно существующая страна, ведь арии пришли в этот регион аж в середине второго тысячелетия до нашей эры. Поиски национальных корней продолжались в Иране до 1941 года, пока страну не оккупировали Советский Союз и Великобритания. Сделали они это, опасаясь, что новоявленная страна ариев станет союзником гитлеровской Германии и начнет поставлять ей нефть. После оккупации Великобритании и Советский Союз вежливо попросили действующего шаха отказаться от престола в пользу своего старшего сына, который не был замечен в симпатиях к Третьему Рейху и поисках национальных корней. А чтобы новый шах был максимально лояльным, были проведены выборы в местный парламент, где по итогам более 80% его членов имело пробританскую или просоветскую позицию, что никак не позволило бы новому шаху делать какие-то резкие повороты в политике. Когда же война окончилась, то Британия вывела свои войска, а вот Советский Союз попытался дополнительно закрепить свое присутствие в северной части, поддержав сепаратизм местного населения. Однако Иран пошел на беспрецедентный шаг, подал первую в истории жалобу в Совет Безопасности ООН, и под международным давлением Советскому Союзу пришлось отступиться и умерить свое влияние на местные элиты. И вроде бы все идеально. В Иране удобный правитель, Британия единолично качает нефть, с нее же платят роялти в иранскую казну, и все довольны. Однако через несколько лет британский нефтяной бизнес в Иране сгубила его собственная жадность. А дело было так. Ближневосточная нефть понадобилась новой сверхдержаве — Соединенным Штатам, которые после Второй мировой войны вступили в холодную войну с Советским Союзом. И в 1950 году правительство Соединенных Штатов заключило сделку с Саудовской Аравией. Суть этой сделки была проста. Мы добываем на вашей территории нефть, а с вами делимся половиной прибыли. Глядя на это, Иран потребовал от британцев такой же доли прибыли, а не 16%, как было раньше. Но Лондон вежливо отказал. Естественно, в Тегеране восприняли это как пощечину. Как так? Саудиты, у которых нефть начали качать позже, добились от Соединенных Штатов уважения. А Ирану с его древней историей предлагают довольствоваться остатками. Особенно обидно это было на фоне того, что Британия после Второй мировой войны была уже не той могущественной империей, что раньше. Поэтому 19 марта 1951 года власти Ирана решили, что хватит это терпеть, и проголосовали за национализацию всей нефтяной промышленности страны. Главным инициатором этого процесса был политик Мохаммед Мосадык. Вот он на обложке американского журнала Time 1951 года на фоне иранской нефтяной вышки. Он так активно продвигал популярную идею национализации в парламенте, что 30 апреля 1901 года этот же самый парламент избрал его премьер-министром страны. И, конечно, Мосадык быстро стал национальным героем, любимцем публики и вообще защитником интересам иранского народа. Забавно только, что Мосадык происходил из династии бывших правителей Персии, той самой династии, которая вообще-то позволила британцам изначально добывать в Иране нефть и которую свергли в 1925 году новые правители. То есть родственники Мосадыка продали недра чужеземцам, а Мухаммед предложил забрать их обратно и на этом сколотил себе политический капитал. Ну и вот старая династия вдруг получает народную поддержку и любовь, и как тут не забеспокоиться монарху? Поэтому он попытался в 1952 году воспользоваться своими полномочиями и отправить премьера в отставку. Однако это спровоцировало массовые антишахские беспорядки, и монарх оставил эти попытки. Мосадык же в роли премьер-министра начал сосредотачивать в своих руках все больше власти. Однако тут уже Соединенные Штаты заподозрили Мосадыка в симпатиях к Советскому Союзу, усиление которого на Ближнем Востоке Штаты уж точно не хотели.
Их опасения лишь подтвердились приездом советского посла в Тегеран в 1953 году. Негодовал и Уинстон Черчилль, на тот момент премьер-министр Великобритании, которую только что отрезали от такой выгодной иранской бензоколонки. Поэтому с действующим шахом Мохаммедом Пехлеви связались агенты американской и британской разведки и предложили ему сделку. Мы свергаем Мосадыка, а ты делаешь нам небольшое одолжение, возвращаешь иностранным компаниям контроль над нефтяной промышленностью Ирана. Шах ответил согласием. Небольшой подкуп местных элит и лидеров мнений, а также тот факт, что экономика Ирана, половина доходов которой держалась на нефти, уже 2 года ничего не получала, сделали свое дело. 19 августа 1953 года небольшая демонстрация сторонников Шаха в Тегеране переросла в стихийный митинг, армия эти массы поддержала, а Мосадыка арестовали. Шах же после этого исполнил свое обещание, отменил национализацию и подписал новый договор сотрудничества. По новому соглашению 50% прибыли отходило Ирану, а остальная часть делилась между 8 крупнейшими западными нефтяными компаниями того времени, которые принадлежали не только Британии, но еще и Соединенным Штатам с Францией. 40% иранской нефти уходило американским компаниям, 54% британским, включая 40% British Petroleum, и оставшиеся 6%, так сказать, на сдачу, уходили французам. Таким образом, западные компании стремились распределить контроль над иранской нефтью между друг другом, чтобы снизить вероятность будущей национализации, ведь отвечать теперь приходилось не только перед Британией. На новые деньги Шах стал еще больше сближать Иран и Запад, который оказал ему такую приятную услугу возвращения власти. Тем более, к нефтяному соглашению прилагались западные специалисты, которые помогли Шаху начать модернизацию экономики в западном стиле. Итак, Иран вошел в эпоху реформ по западному образцу, которые расколят эту страну надвое, а потом и вовсе приведут к свержению Шаха. Николай, добрый день. О, Дмитрий, заходи. Как командировка? Да все хорошо, вот принес билеты и чеки за такси и рестораны. Ага, да, вижу. Бензин, рестораны. А где чек за отель? Его нет. Ну, пойдем к шефу разбираться. Николай, добрый день. О, Дмитрий, заходи. Как поездка? Да все хорошо. Мы же пользуемся Яндекс.Командировками. Да, я уже видел все отчетные документы. Все в порядке. Сервис Яндекс.Командировки поможет вам забронировать билеты, отели, питание и такси для ваших сотрудников. Удобно и в одном окне. А оплата спишется с вашего корпоративного счета. Все чеки автоматически подгрузятся в ваш личный кабинет в электронном варианте, так что ни один документ больше не потеряется. Никаких бумажек, стресса и беготни. Откройте доступы своим сотрудникам к отелям, билетам, питанию и такси в одном кабинете. Посмотрите на рабочие поездки под другим углом с Яндекс.Командировками. Тем более, что до 17 июня действует скидка 30% на первую бронь отелей. Ну, я пойду, а то меня уже Яндекс.Такси ждет. Перед вами фотография современного Ирана, где по улицам ходят женщины в хиджабах. За соблюдением этого порядка до 2025 года даже следила полиция нравов, а за отказ от хиджаба в общественных местах могут последовать наказания, включая телесные. А теперь посмотрите на фотографии Ирана 60-х, 70-х годов прошлого века. Люди, одетые в европейском стиле, на улицах Тегерана автомобили американского и европейского производства, а религиозные одеяния почти не встречаются. Что же изменило эту страну так радикально? Дело в том, что в начале 60-х Иран был бедной страной с ВВП на душу населения на уровне современных Бангладеша или Республики Конго. А потому шах Ирана начал программу реформ, которую назвал «Белая революция». Начали открывать заводы, выкупать поля у крупных землевладельцев и раздавать их крестьянам, а в деревне отправлять военные корпуса грамотности и здравоохранения, чтобы учить людей читать, писать, а также повышать здоровье нации через вакцинацию.
В стране появилась собственная металлургия, нефтехимическая промышленность и даже тракторные и автомобильные заводы. Понятное дело, что своих разработок у Ирана не было, поэтому тракторы собирались по румынской лицензии, а автомобильный завод собирал автомобили марки Citroën для последующей продажи на внутреннем рынке. И эти инвестиции очень быстро разогнали экономику страны. В 60-е экономика Ирана часто росла более чем на 10% в год, в то время как мировая экономика показывала средний рост лишь в 5%. И вроде все хорошо. Экономика растет, иностранные компании инвестируют в страну, а сама страна принимает западные ценности. Однако внезапно, в 1973 году рядом с Ираном вспыхнула война Судного дня. Ее суть была в том, что Египет и Сирия попытались вернуть территории, захваченные Израилем в ходе предыдущих конфликтов. И в этом стремлении они получили поддержку от соседних арабских стран. Истоки конфликта уходят к 1947 году, когда Организация Объединенных Наций приняла решение о создании еврейского государства на территории Палестины. И это несмотря на жесткое непринятие этого шага со стороны арабских соседей. И во время этой войны Судного дня арабские страны решили действовать не только военным путем, но и экономическим. Ведь они главные поставщики нефти, а Израиль — это такая точка западных интересов на Ближнем Востоке, которая целиком зависит от импорта топлива. Главные союзники Израиля, в том числе и военные, США, Нидерланды, Великобритания, Канада, Япония, были критически зависимы от ближневосточной нефти. А какой смысл от твоих военных самолетов, если их нечем заправлять? Подумали арабские монархи и ввели нефтяное эмбарго против стран, поддерживающих Израиль. Результат не заставил себя долго ждать. Цена на нефть взлетела с 3 до $12 за баррель, а мир погрузился в первый глобальный энергетический кризис, когда выросли цены буквально на все. Погоди, при чем здесь тогда Иран? Ведь если взглянуть на карту, то он аж за 1500 километров от Израиля, да и напрямую в конфликте не участвовал. К тому же это была война Израиля и арабских стран, а Иран к арабам никак не относится, ведь там живут персы. Да, все верно, поэтому Иран не присоединился к эмбарго и смог занять освободившиеся ниши на нефтяном рынке. Именно тогда добыча в стране достигла рекордных 6 миллионов баррелей в сутки, а доля Ирана на мировом рынке достигла 10%. Небольшой спойлер, никогда больше за свою историю нефтяная промышленность Ирана не увидит таких показателей. В результате доходы Ирана от экспорта нефти выросли в несколько раз, примерно с 5 миллиардов в 1973 году до 20 миллиардов в 1974. Такой стремительный рост доходов привел к головокружению от успехов у руководства страны. В 1974 году шах Мохаммед Пехлеви заявил в интервью британскому корреспонденту, что, цитата, «уже через 10 лет Иран должен стать Японией Западной Азии, одной из 5 великих держав мира». Для достижения этой цели шах принял решение вдвое увеличить государственные расходы, чтобы экономика получила дополнительные деньги для роста. И поначалу так оно и было. В 1975 году ВВП Ирана резко вырос на 15%, но потом, через 2 года, упал до минус 12%, ведь 9 женщин не родят ребенка через месяц. Из-за такого резкого повышения государственных расходов произошел, как говорят экономисты, перегрев экономики. Это значит, что товаров-то в стране внезапно больше не стало, но зато количество денег кратно увеличилось. И по итогу эти ничем не обеспеченные деньги разогнали в стране инфляцию, которая уже в 1974 году почти достигла 15%, а еще через 3 года и вовсе перевалила за 25%. И почему это так плохо, сейчас объясню. Инфляция — это, по сути, налог на бедных, потому что богатые имеют не только доходы, но и доли в бизнесе и недвижимость, цена которых растет вместе с уровнем инфляции. А люди бедные чаще всего ничего, кроме зарплат, не имеют, и эта зарплата обычно или не растет, или растет, но сильно медленнее инфляции. Поэтому инфляция всегда увеличивает социальное расслоение, ведь богатые становятся богаче, а бедные — беднее. И помножьте это на то, что в Иране с 60 по 80-е годы население буквально удвоилось, была бедная пустыня, а стала прогрессивная страна с западным капиталом и кучей денег. Конечно, медицина стала лучше, выросла рождаемость и продолжительность жизни. И даже с небольшим населением проблема бедных и богатых в Иране была.
А когда население выросло, а государственные расходы разогнали инфляцию, Иран стал страной с одним из самых высоких уровней неравенства в мире. Но шах вместо решения очевидных проблем, видимо, уверовал в собственное величие и решил заняться делами, не имеющими отношения к экономике. Если вам показались смешными заявления о том, что Иран догонит Японию за 10 лет, то это далеко не конец. В 1976 году шах перешел от мусульманского календаря на придуманный им, а через пару лет, в 1978 году, его отменил. При этом он стал появляться на публике с зороастрийской символикой, древней религии поклонения огню, которая возникла в Древней Персии. То есть шах как-то действительно оторвался от реальности. А вы учтите, что Иран — это глубоко религиозная страна, где в 1965 году 98% населения исповедовали ислам. И, естественно, шах своими действиями вызывал негодование у представителей духовенства и большинства жителей страны. Правитель государства вдруг отменяет мусульманский календарь, так еще и богохульствует. И помножьте это на тот факт, что в стране тогда царило огромное неравенство, высокая инфляция и просто колоссальное население, религиозное и при этом крайне молодое. В общем, сложилась такая взрывоопасная ситуация, что вопрос оставался лишь в том, а кто поднесет спичку. В 1977 году в Иране от сердечной недостаточности погиб некий Мустафа Хамейни. И в его смерти, возможно, не было бы ничего примечательного, если бы он не был старшим сыном одного из главных оппозиционеров иранского режима – Рухоллы Хамейни. А Рухолла был не просто оппозиционером, он был аятоллой, главным священником в Иране. И как и многим представителям духовенства, ему не нравились либеральные реформы шаха, а также его посягательство на священное писание. Он называл шаха доверенным лицом Израиля и борцом против ислама, за что его подумывали даже казнить. Но это решение вызвало бы массовые беспорядки в Иране, и аятоллу отпустили на свободу, вынудив покинуть Иран в 1964 году. Однако смерть его сына Мустафы Хамейни зажгла всеобщее недовольство, потому что многие люди тогда посчитали, что он был убит агентами тайной полиции шаха. Поэтому после похорон Мустафы в Тегеране начались антишахские митинги, которые быстро приобрели всенародный характер. Люди требовали отставки шаха, а сторонники аятоллы подхватили это движение и придали ему религиозную направленность. После того, как в ходе разгона одного из митингов в Тегеране было убито более сотни человек, работники нефтяной промышленности Ирана начали бессрочную забастовку в знак протеста против насильственного подавления мирной демонстрации, чем спровоцировали падение производства нефти. Только у шаха в это время не было ни желания, ни сил сражаться за свой трон, потому что у него была диагностирована лейкемия, одна из самых смертельных форм рака. Так что 16 января 1979 года шах покинул Иран, оставив управление страной на временное правительство. А что временное правительство? Но оно решило, что сражаться им не за что. Риски подавления протестов оно на себя брать не будет, и поэтому через 10 дней после отлета шаха дало согласие на приезд в страну изгнанного аятоллы Хамейни. Аятолла торжественно вернулся в Иран и уже через 3 дня, пользуясь своим авторитетом и не занимая никакой официальной должности, огласил имя нового премьер-министра. Вот так революция духовенства под практически абсолютной поддержкой населения победила. И как и любая революция, это полностью изменило Иран. В 1979 году там прошло 2 референдума. На первом граждан страны спросили, хотят ли они установления Исламской республики, а на втором, хотят ли они конституцию, где помимо 3 ветвей власти – законодательной, исполнительной и судебной – появится 4-я – духовная. На обоих референдумах более 99% пришедших на выборы проголосовали «за». Самое интересное здесь, конечно, духовная ветвь. Это что вообще такое? Смотрите, в современном мире, конечно, существуют теократии, но большинство из них — это монархи. Как, к примеру, в Саудовской Аравии, где монарх является одновременно главой государства и носителем высшей религиозной власти. Но в Иране теперь не было царя или шаха. Там духовенство выполняет функции, отчасти напоминающие роль коммунистической партии. Оно задает генеральную линию и следит за ее соблюдением на всех уровнях власти.
На деле это выглядит так, что в Иране есть президент, однако его работу контролирует верховный религиозный лидер – Рахбар. Он же назначает на должности ключевых людей, таких как глава Верховного суда или командующего военными силами. Естественно, первым рахбаром Ирана стал сам аятолла Хамейни. Но установить новую власть, свергнув старую, это одно. А вот построить сильную экономику и сделать так, чтобы с тобой считались зарубежные партнеры, без которых ты не сможешь торговать, это совершенно другое. И как раз с этим у Исламской Республики Иран возникли проблемы. После революции страна столкнулась с санкциями западных стран, падением доходов от экспорта нефти и эмиграцией лучших специалистов. На знакомом примере, если вы руководитель или топ-менеджер компании, то наверняка страдали от текучки ценных кадров или падения выручки из-за конкурентов. И в такие моменты кажется, что все валится из рук. Если с целой страной все немного сложнее, то научиться справляться с трудностями в бизнесе и повысить его эффективность вы можете за 6 месяцев на курсе «Операционный директор» от Академии Эдисон. Вы узнаете, как разработать долгосрочную стратегию развития компании, организовать ее ежедневную работу, грамотно распределить ресурсы и вовремя внедрить инновации. Все это на 320 интерактивных уроках, 34 реальных бизнес-кейсах и 50 тренажерах. То есть вы не просто изучите теорию, а примените новые навыки на практике и сможете быстро интегрировать их в работу. Программу ведут эксперты с огромным опытом. Например, Ицхак Адизес, по методике которого работает Coca-Cola, или экс-коммерческий директор «Перекрестка» Ринат Мухаммед-Валеев. 365 дней после начала обучения на связи будет куратор, который ответит на все ваши вопросы. А сам курс постоянно актуализируется под запросы рынка. При этом доступ ко всем материалам и обновлениям дается вам раз и навсегда. Так что не упустите возможность вырасти в карьере или увеличить прибыль своего бизнеса. Переходите по ссылке в описании и записывайтесь на программу «Операционный директор» от Академии Эдисон, а с промокодом «Экономика» вы получите скидку 65% и 3 курса в подарок. Например, вы можете выбрать дополнительные программы по финмоделированию, управлению командой или Excel. Как вы помните, Шах бросил страну и улетел лечиться в Соединенные Штаты. Однако значительная часть иранского общества считала, что монарха надо судить. И дошло до того, что в 1979 году толпа вооруженных молодых людей захватила американское посольство в Тегеране и взяла в заложники более 50 граждан Соединенных Штатов с требованием вернуть в Иран Шаха Пехлеви, чтобы он предстал перед справедливым революционным судом. Аятолла Хамейни, вместо того, чтобы успокоить радикалов и приказать им покинуть территорию Соединенных Штатов, поддержал их требования о выдаче Шаха. Соединенные Штаты с этим оскорблением не стали мириться и в ответ ввели эмбарго на импорт иранской нефти, а также заморозили несколько миллиардов долларов иранских активов в банках Соединенных Штатов. Неизвестно, чем бы кончилось это дело, если бы через 2 года Шах не скончался от рака и требование о его выдаче потеряло всякий смысл. В итоге в 1981 году заложников освободили, а санкции сняли. Но хоть санкции-то и сняли, революция стала серьезным ударом для иранской экономики. Дело в том, что большинство квалифицированных работников на главных предприятиях страны были иностранцами. Ведь помните, что после Второй мировой иранскую нефть по сути поделили между собой западные компании. Так вот, когда в Иране начались волнения и установление религиозных порядков, то иностранцы просто взяли и уехали. В результате санкций и оттока кадров нефтедобыча в Иране упала втрое, что привело к сокращению доли Ирана на мировом нефтяном рынке с 10% до 3%. Чтобы хоть как-то исправить свое финансовое положение и пополнить бюджет, новое правительство в апреле 1979 года решило не делиться прибылью с иностранными компаниями, а просто национализировать всю экономику. В итоге под раздачу попали все банки, автомобильная промышленность, металлургия, нефтяные компании и многое другое. Одной из национализированных компаний стал тот самый автозавод французской компании Citroën. И в результате этой волны национализации доля государства в экономике после революции составила около 80%. Но бесследно такие фокусы с зарубежными партнерами не проходят. И когда в 80-м году на Иран напал соседний Ирак, никто из западных стран не спешил помогать Ирану.
Вообще причина этой войны была в том, что почти все месторождения иранской нефти находятся в западной части страны, на границе с Ираком. Поэтому лидер Ирака Саддам Хусейн подумал, что было бы славно отобрать месторождение четвертой в мире по запасам нефти страны. И если до революции Иран пользовался поддержкой западных стран, которые оберегали безопасность нефти, на которой они же сами и зарабатывали, то теперь, когда Исламская республика национализировала эту нефть, то бывшие союзники превратились в хладнокровных наблюдателей. Более того, Соединенные Штаты, Франция и Великобритания активно продавали оружие Ираку, которое тот покупал на доходы от нефти и на кредиты, которые ему давали богатые нефтяные монархии Персидского залива, такие как Эмираты, Саудовская Аравия и Кувейт. Ну, если мотивация западных стран была понятна — вернуть свои нефтяные активы в Иране, то Эмиратам и Саудитам зачем это вообще было нужно? Дело в том, что в этих ближневосточных монархиях большинство населения исповедует суннитский ислам, а в Иране — шиитский. Мы не будем погружаться в разницу между этими ветвями ислама. Здесь важно, что власти Ирана и других стран Ближнего Востока абсолютно по-разному смотрели на религиозное устройство общества и способы управления страной. А потому Эмираты, Саудовская Аравия и Кувейт спонсировали Ирак, чтобы не допустить экспорта исламской революции на Ближнем Востоке. И именно поэтому войну с Ираком в Иране воспринимали не как экономический конфликт, а как священную оборону. И если Ирак полагался на помощь западного мира, то Иран же на раннем этапе войны воевал только тем, что ранее уже успел закупить шах, ну и еще оружием собственного производства. Именно поэтому Иран мог сделать ставку только на два фактора – большее население и более высокий боевой дух победивших революционеров. А потому лидер Ирана Аятолла Хамини провозгласил идею о создании 20-миллионной армии ополченцев возрастом от 18 лет. Учитывая священный характер войны, многие дети врали, что они уже совершеннолетние, и в 15-16 лет шли на фронт, чтобы стать героями для своей страны. Ставка на такую массовую, плохо обученную, но религиозно заряженную армию против технически оснащенного противника привела к большим, чем у Ирака, потерям. За все время войны Иран потерял более полумиллиона военных, что примерно вдвое больше, чем Ирак. При такой разнице в численности и самоотверженности иранцев власти Ирака понимали, что надо побеждать не на поле боя, а давить экономику врага. Так как основным источником иностранной валюты для Ирана, на которую он покупал у КНДР и Китая оружие, медикаменты и еду, была нефть, Ирак начал топить в Персидском заливе танкеры, которые эту самую нефть перевозили. В прессе это событие получило название «Танкерная война». Ирак топил все суда без разбора, лишь ориентируясь на происхождение груза. Поэтому, собственно, иранских танкеров он потопил менее чем 20%. Однако даже так Иран потерял сотни миллиардов долларов. Если на начало войны в 80-м году доходы от нефти составляли 35% от ВВП Ирана, то к 86 году ее доля упала всего до 5%. К 1987 году стороны настолько увлеклись танкерной войной, что потопили либо повредили корабли под флагами всех 5 членов Совета Безопасности ООН с правом на вето. Ну, например, иракцы по ошибке ударили ракетами по американскому фрегату «Старк» и чуть его не потопили, а советский нефтяной танкер подорвался на иранской мине. В общем, война мало того, что не заканчивалась, так и начинала вредить ее спонсорам. Поэтому большие дяди занялись наведением порядка. В 1987 году Совбез ООН под влиянием Вашингтона и Москвы принял резолюцию, которая предписывала Ирану и Ираку прекратить огонь. Ирак принял резолюцию почти сразу, поскольку сильно зависел от внешней военной и финансовой поддержки. Иран же отказался и был готов воевать до конца. Однако после того, как Соединенные Штаты почти без потери захватили несколько иранских нефтяных вышек, Иран все-таки согласился, и 20 августа 1988 года Ирано-Иракская война завершилась. За 8 лет этой войны граница между странами осталась примерно на том же месте, и ни одна из сторон не добилась своих целей. Аятолла Хамини в обращении к иранскому народу после войны заявил: «Принять решение о перемирии было для меня болезненнее и вреднее, чем испить чашу с ядом. Уповая на Бога, я пью эту чашу, чтобы по его решению прекратить эту мясорубку. Я поклялся бороться до последнего вздоха.
Для меня легче было принять мученическую смерть, но я был вынужден учесть мудрое мнение всех военных экспертов. Судьба Ирака далее была печальной. После неудачной попытки отнять нефть у Ирана Саддам Хусейн решил оккупировать богатый черным золотом соседний Кувейт. После этого все западные союзники от Ирака отвернулись, и в 2003 году Соединенные Штаты попросту свергли Саддама Хусейна. Что же касается Ирана, то через год после войны аятолла Хамейни пережил инфаркт и скончался. Уровень жизни в Иране к этому времени упал вдвое с момента образования Исламской Республики. Уровень безработицы вырос в 5 раз, а большая часть образованного населения из страны просто уехала, вывезя свой капитал. Казалось бы, в стране должна произойти очередная революция, но нет. Исламской Республике удалось устоять и сохранить религиозный курс и закрытую экономику. И вот как она стала успешной, это, конечно, та еще история. Преемником Хамейни на посту верховного лидера страны, Рахбара, стал президент Ирана, который до смерти Рухолы был, по сути, вторым человеком в стране. Его звали Али Хамейни, и за долгую войну с Ираком он заработал широкую известность среди военнослужащих тем, что посещал действующие части и поднимал боевой дух солдат. Взгляды нового лидера были специфичны. С одной стороны, он занимал антиамериканские позиции, открыто называя Соединенные Штаты «великим сатаной» с трибуны ООН. به خاطر حضور نظامی آمریکا و دیگر کشورهایی که به دنبال شیطان بزرگ و بنا به اصرار و فشار او. Но с другой стороны, в отличие от покойного Рухоллы, который делал ставку на народный энтузиазм и управление с помощью религиозных призывов, Али делал ставку на научно-технический прогресс и экономику. Однако большинство специалистов поуезжали во время войны, а кадры, как известно, решают все. Так что Ирану надо было обучить новых специалистов. И поэтому с 1990 года по 2010 пятую часть государственного бюджета Иран тратил, вы не поверите, на образование. Для сравнения, Соединенные Штаты, крупнейшая экономика того времени, тратила в 1990 году на образование менее 5% своего бюджета. Собственно, поэтому сегодня в Иране более 65% населения имеют неполное среднее образование, что сильно больше, чем в соседнем Ираке, Пакистане и даже Турции. А еще, когда у вас погибло много мужчин на войне и желающих эмигрировать не так уж и много, то даже в Исламской Республике готовы ослаблять правила. В 1989 году в Иране разрешили женщинам работать наравне с мужчинами и даже выезжать на учебу за рубеж. Такая тенденция привела к тому, что с 2009 года женщины в Иране даже могут баллотироваться на пост президента страны, а сегодня в составе правительства есть целых 3 женщины. Если это не впечатляет, то сравните с Саудовской Аравией, где женщинам разрешили водить автомобиль только в 2018 году, а в Совете по правам женщин до сих пор нет ни одной женщины. Финансировать все эти реформы и расходы на образование очень сильно помог спрос на нефть со стороны активно развивающихся в тот период экономик Китая и Индии. И во многом благодаря им Иран смог сохранить свою 5% долю мирового рынка нефти. В итоге Иран получил 20 лет устойчивого экономического роста ВВП, который рос с 1990 по 2010 год в среднем на 4,5%, примерно как у России в нулевых в ее лучшие времена. Благодаря этим стабильным для себя условиям Иран успешно развивался и в 2009 году запустил искусственный спутник Земли собственного космодрома на ракете собственного производства, благодаря чему стал 9-й страной в мире с подобным достижением, немного даже опередив КНДР. Однако наука и образование привели Иран к тому, из-за чего до 2022 года он являлся международным чемпионом по числу введенных против него санкций. Он начал развивать свою атомную программу, и случилось это в 2005 году. Тогда руководство страны объявило о том, что планирует строительство центрифуг для обогащения урана и создания собственных атомных электростанций. Ведь верховный лидер страны Хамейни считает, что за атомной энергией будущее, и если Иран не будет ее развивать у себя, то ему через 20 лет придется стоять перед вражескими странами Запада с протянутой рукой.
Но от таких заявлений про развитие атомной энергетики другие страны запереживали. Мировое сообщество вообще очень нервно реагирует на освоение этой технологии, поскольку она позволяет создать атомную бомбу. Процесс обогащения урана очень медленный, поэтому быстро ядерное оружие появиться не могло, и у других стран было время отреагировать. Уже через год после объявления Ираном о начале обогащения урана, в 2006 году Соединенные Штаты провели через Совет Безопасности ООН резолюцию в отношении Ирана. В ней Ирану предлагалось приостановить работу над ядерной программой и предоставить Международной комиссии по атомной энергетике полный доступ на свои ядерные объекты. Когда Иран отверг эту резолюцию, в мировом сообществе стали думать, что в Иране развивается не только мирный атом. Поэтому Совет Безопасности ООН принял в отношении Ирана первые санкции, обязательные для всех членов ООН. Согласно ним, всем странам мира запрещалось поставлять Тегерану материалы, оборудование и технологии, которые могут внести свой вклад в разработку ядерных и ракетных программ Ирана. И после нескольких лет жестких переговоров Иран в 2012 году, видимо, от безысходности, согласился принять у себя комиссию Международного агентства по атомной энергетике. Но потом что-то пошло не так, и эту инспекцию власти Ирана из страны выдворили, а потом объявили о продолжении программы обогащения урана. По официальной версии правительства Ирана, для использования урана в медицинских целях при лечении рака. Конечно, в это никто не поверил, и, учитывая действия Ирана, его заподозрили в активной разработке ядерной бомбы. Поэтому в том же 2012 году Евросоюз и Соединенные Штаты ввели санкции против иранской нефти, чтобы Иран не мог на деньги, вырученные с ее продажи, продолжать разработку ядерного оружия и угрожать стабильности на Ближнем Востоке. Как эти санкции повлияли на объемы добычи нефти в Иране, вы можете видеть на графике. Не 1979 год, конечно, но они тоже значительно снизили долю Ирана в мировой добыче. Иран немного спасло, что он продолжал поставки нефти в Китай, который в этот раз к санкциям не присоединился. Но даже так, введение санкций привело к значительному росту инфляции. В 2013 году она достигла 36%. Дело в том, что ограничения на торговлю подняли цену на импортные товары, а ограничение поставок комплектующих снизило производство внутри страны. При этом количество денег в экономике осталось прежним, что привело к снижению их ценности. Однако вы можете увидеть на этом же графике, как в 2014-2017 годах инфляция резко снижается. Дело в том, что тогда в Иране сменилось правительство, которое ужесточило фискальную политику и сократило субсидии. Но самое главное, что в 2015 году Иран заключил ядерную сделку с Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Такая податливость Соединенных Штатов была связана с тем, что Иран — это богатая нефтью страна, и снятие санкций позволяло Ирану продавать свою нефть на экспорт снова. Это привело к росту предложения нефти, падению цен на нее и сделало бензин в Соединенных Штатах дешевле. Да, в Соединенных Штатах цены на бензин снижаются при падении цены на нефть. А снижение цен на бензин — это один из самых простых способов поднять рейтинг правящей партии в период выборов. Иран в ответ на снятие санкций пообещал сократить запасы урана, снизить количество центрифуг для его обогащения и не обогащать уран свыше 3,67%. Однако в 2018 году инфляция вновь выросла благодаря тому, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял решение расторгнуть эту сделку в одностороннем порядке. В итоге сегодня в Иране более десятка объектов, связанных с атомной промышленностью, а санкции против ядерной программы Ирана там воспринимают как попытку западных стран остановить развитие страны. Значительную часть всех этих объектов Иран построил самостоятельно, но на первых порах, в 90-е, ему нужна была помощь со стороны, поскольку у самого Ирана не было технологий для некоторых ключевых моментов развития этой программы. Из всех ядерных держав на помощь была готова прийти только Россия. Тогда новообразованное российское государство лишь вставало на ноги. Экономика его оставляла желать лучшего, а вот контракт от Ирана на строительство атомных электростанций за $800 миллионов — это был хороший шанс пополнить бюджет. В 1992 году Россия и Иран подписали контракт на строительство первой атомной электростанции на Ближнем Востоке. На самом деле эту станцию уже начинала строить немецкая компания Siemens в 1975-м, но из-за исламской революции проект не закончили, а саму станцию законсервировали.
Поэтому России лишь оставалось закончить этот проект. Именно с этого проекта и начался новый виток отношений России и Ирана. Но перед тем, как рассказать об этой удивительной дружбе двух государств в 21 веке, давайте взглянем, как Иран живет под санкциями сегодня. Взгляните на карту, на которой указаны самые продаваемые марки машин в разных странах. В Австралии и Аргентине это Toyota, в Канаде — Ford, а почти во всей Восточной Европе это Шкода. Заметили одну особенность? Это все иностранные марки. И лишь в некоторых странах, таких как США, Япония, Китай, Корея и даже Россия, лидирует отечественный бренд. И Иран среди группы последних. У него тоже собственное производство. Местный бренд называется Сайпа. Вы знаете, что это такое? А помните французский завод Citroën, построенный в 60-е еще при Шахе? Собственно, название самой популярной марки машин в Иране, Сайпа, это акроним от французского «Иранская компания по производству автомобилей Citroën». Дело в том, что когда после революции 1979 года французы прекратили сотрудничество и ушли из Ирана, саму фабрику национализировали, и Иран продолжил выпускать машины для местного рынка, просто без официальной лицензии. А когда же стало понятно, что Исламская республика с миром надолго, то правительство стало налаживать международные связи в 90-е, и на заводах Сайпа официально началось производство Kia, а в нулевые даже вновь Citroën. Весь этот праздник продолжался, пока против Ирана не начали вводить санкции из-за ядерной программы. Но к тому времени Сайпа уже научилась производить машины под собственным брендом, который сегодня и продают в Иране. Но машины — это лишь верхушка политики Ирана по уходу от нефтяной зависимости. Вот посмотрите на то, что Иран продает за рубеж. Доля нефти и газа в экспорте Ирана меньше 10%, а ключевой является продукция химической промышленности. Ее доля аж 30%. Для сравнения, доля нефтегазового экспорта в России около половины. И если кто тут и ресурсная экономика, то точно не Иран. И вот несмотря на все западные санкции, Иран прекрасно себя чувствует, торгуя с Азией, главной экономикой которой, конечно, является Китай. И чем сильнее Соединенные Штаты отталкивают от себя Иран и Китай, тем теснее становится эта торговля. И казалось бы, все не так плохо. Экономика растет, страна имеет мощную промышленность, и, вероятно, никто никогда не осмелится позариться на ее территории из-за того, что непонятно, а есть ли у Ирана ядерное оружие или нет. Однако у Ирана есть серьезные проблемы, и речь не только об иностранных санкциях. Посмотрите на список самых дешевых валют в мире. Иранская валюта реал занимает в нем почетное второе место сразу после ливанского фунта. Так, сегодня за $1 Соединенных Штатов дают больше 40 тысяч иранских реалов, в то время как за вьетнамский донг, он на третьем месте, почти 26 тысяч. Почему же реал такой слабый? Все сводится к простой экономической истине. Курс любой валюты зависит от доверия к экономике страны и спроса на нее на международном рынке. А с этим у Ирана все очень плохо. Уже много лет страна находится под жесткими международными санкциями, которые ограничивают поступление валютной выручки и блокируют приток иностранных инвестиций. В результате в страну поступает все меньше долларов, а без них экономика чувствует острую нехватку твердой валюты. Спрос на доллар растет, предложение падает, и в итоге реал резко теряет в цене. Если доллар Соединенных Штатов во всем мире считается символом стабильности, то иранский реал — это, по сути, фантик. Да, формально он деньгами является, но за пределами страны его почти никто не принимает. Но это далеко не все проблемы иранской экономики. Может быть, в Иране и было бы больше долларов, только вот Иран активно помогает своим соседям. Я напомню, что в Иране исповедуют ислам шиитского толка, тогда как в большей части арабского мира он суннитского толка. И вот Иран как раз поддерживает шиитское население в арабских странах, в первую очередь в Ливане и Сирии. Интересы там спонсируются на любой манер, от военных и стратегических до идеологических и экономических. Но, к сожалению, ресурсы на помощь нельзя взять из воздуха. Когда правительство одной страны принимает решение оказывать помощь другой стране, ему приходится это делать за счет благосостояния собственных граждан. При этом в случае Ирана объем помощи другим государствам был достаточно значительным. Так, в выступлениях представителей новых властей Сирии, которые пришли к власти после свержения Башара Асада,
в 2024 году, звучали оценки долга перед Ираном на сумму от 30 до 50 миллиардов долларов. Если что, эта сумма составляет около 10% от ВВП Ирана за 2023 год и превышает его золотовалютные резервы. Собственно, помощь другим странам — это одна серьезная причина того, что бюджет Ирана больше 10 лет сводится с дефицитом. Из-за санкций Иран лишен возможности занимать на внешних рынках. И чтобы компенсировать дефицит бюджета, правительство печатает деньги. А это приводит к инфляции, которая не опускается ниже 30% за последние 5 лет. Вторая проблема Ирана состоит в том, что это маленькая страна. Да, по современным меркам 90 миллионов человек — это мало. Особенно, когда ты настолько изолирован от всего мира. И вот в чем проблема. Если у тебя недостаточно клиентов, то делать что-то собственное с нуля — это очень сложно и дорого, ведь чтобы окупить свои разработки, нужно продать готовый продукт достаточно большому количеству клиентов, а емкость рынка любой страны ограничена. Поэтому тот же почти 1,5-миллиардный Китай — лидер по производству высокоскоростных поездов, большая часть которых уходит на строительство внутренней инфраструктуры, а не на экспорт. Внутренний рынок Китая позволяет переварить такие объемы выпуска сложных в изготовлении скоростных поездов. А вот немецкому Siemens и французскому Alstom приходится активно работать на экспорт, ведь европейского рынка для этой продукции недостаточно. Ровно по той же причине для рынка России невыгодно производить собственные микросхемы. У них получается слишком большая себестоимость с учетом затрат на разработку и объема реализации. И поэтому, несмотря на все государственные субсидии в эту сферу, тарифные надбавки, в 2023 году в условиях санкций Россия импортировала американских и европейских чипов на сумму более 1 миллиарда долларов. По такому же принципу многие страны предпочитают не разрабатывать гражданские самолеты, а закупают их у американского Боинга или французского Airbus. Это банально выгоднее. И, конечно, в Иране это понимают. В условиях тотальной изоляции выжить почти невозможно, поэтому иранское правительство активно торгует с тем же Китаем и Россией. Вспомнить даже строительство первой атомной электростанции в Иране. Этот проект состоялся во многом благодаря Росатому. Ведь неизвестно, сколько бы еще лет понадобилось ученым, чтобы разработать и построить все самостоятельно. Но, собственно, как Россия и Иран, отношения которых исторически были не самыми простыми, пришли от большой игры, оккупации Советским Союзом и нескольких русско-персидских войн к помощи в ядерной программе. Поворотным моментом в этих отношениях можно назвать 1989 год. Этот год ознаменовался событием, о котором не очень помнят в России, но очень помнят в Иране. Аятолла Хамейни перед самой смертью в 1989 году написал официальное письмо Горбачеву. В этом письме лидер Ирана приветствовал движение Советского Союза в сторону отказа от безбожной советской идеологии, большей религиозной свободы внутри страны, одобрял вывод советских войск из Афганистана, призывал не попадаться на уловки великого сатаны и мягко предлагал внедрять в Советском Союзе ислам шиитского толка. Горбачев на это письмо ответил и привез его аятолле Хамейни лично Эдуард Шеварднадзе, министр иностранных дел Советского Союза и будущий второй президент Грузии. Что было в этом письме, мы не знаем. Однако необычность этого эпизода была не только в самом факте письма, но и в том, что аятолла Хамейни за все время пребывания на посту рахбара принял ровно одного дипломата иностранного государства – Эдуарда Шеварднадзе. После же смерти Хамейни рахбаром стал Али Хамейни, и под его руководством страна начала активно сближаться с Россией. Помимо сотрудничества в ядерной сфере в 1992 году, Иран в значительных объемах начал покупать российское оружие. А через 2 года, когда в 1994 году в России началась Первая Чеченская война, Иран стал одной из немногих стран исламского мира, которая заняла сторону российского правительства в ходе этого конфликта, считая происходящее там попыткой Соединенных Штатов ослабить Россию. Ответная услуга последовала быстро. Помните санкции 2006 года, когда Соединенные Штаты инициировали принятие резолюции Совбеза ООН, которая требовала от Ирана остановить ядерную программу? Вообще, первоначальный вариант этого документа был гораздо жестче, но из-за позиции России, как постоянного члена Совбеза с правом вето, финальный текст существенно смягчили. Россия защитила Иран от наиболее жестких мер, ограничив санкции в основном запретами на поставку технологий и оборудования, связанных с ядерной программой. Но зачем России было сближаться с Ираном? А все дело в геополитике. После вторжения Соединенных Штатов в Ирак в 2003 году
Москва увидела, как стремительно расширяется американское влияние на Ближнем Востоке, и Россия была категорически против смены режимов под западным руководством и воспринимала такие действия как угрозу глобальному балансу сил. И на этом фоне Иран, изолированный, но влиятельный игрок, стал хорошим партнером. Он нуждался в технологиях, инвестициях и международной поддержке, а Россия получила хорошего союзника в этом регионе. Дополнительную тревогу у Москвы вызвало расширение НАТО в 2004 году. Тогда в альянс вступили сразу 7 стран Восточной Европы, включая Эстонию, Латвию и Литву, бывшие республики Советского Союза. И это воспринималось как прямое приближение Запада к российским границам. В такой ситуации Кремль искал союзников, которые так же, как и он, были настроены против американской однополярности. И Иран идеально вписывался в эту роль. Он был на ножах с США, но при этом имел ресурсы, рынок и некий политический вес. И так между Москвой и Тегераном начала формироваться не просто дружба, а стратегическое партнерство. В рамках этого сотрудничества сегодня Россия пытается реализовать проект транспортного коридора «Север-Юг», который должен связать Индию и Балтийское море. Сама по себе эта идея очень старая, еще с 16 века на Руси этим грезили. Основным преимуществом этого маршрута является то, что он вдвое короче, чем традиционный морской путь через Суэцкий канал и Гибралтар, и занимает на 2 недели меньше времени. Во многом именно маршрут Север-Юг позволил России резко увеличить торговлю с Индией. В 2023 году этот объем вырос на 80%. Для сравнения, у России с Китаем в 2023 году этот показатель вырос только на 26%. Так что маршрут дает новые возможности для расширения торговли с Индией. Это соперничество лишь подчеркивает, несмотря на санкции, политическое давление и внутренние вызовы, Иран продолжает действовать в соответствии со своим представлением о справедливом миропорядке, вне рамок, навязанных извне. И на первый взгляд может показаться, что страна с таким уровнем внешней изоляции просто не может стабильно расти. Но Иран демонстрирует обратное. Его экономика продолжает жить, общество адаптируется, а государство защищает свой суверенитет. Да, цена за этот суверенитет очень высока. Ограничения, высокая инфляция и международная изоляция. Но кажется, что Иран готов платить такую цену ради сохранения своей независимости. И в своем уникальном пути Иран находит союзников – Китай, Россию, страны, которые выступают на другой стороне и стремятся к многополярному миру. Поэтому кажется, что сама история подталкивает их к сотрудничеству. Но вот что из этого выйдет, покажет только время. Друзья, если после этого ролика вас заинтересовала культура и экономика Ирана, то вот эта книга о том, как Иран живет под санкциями, станет для вас увлекательным чтивом. Чтобы ее выиграть, напишите комментарий, против какой страны мира будет введено больше всего санкций через 10 лет и почему. Автору самого подробного и интересного комментария отправлю вот эту книгу в подарок. Да, и еще кое-что. Если вы не понимаете, как лично вам зарабатывать больше, как правильно откладывать свои деньги, сохранять их и приумножать, то как раз для вас я создал закрытый телеграм-канал «Простые финансы». В нем я максимально понятным языком объясняю, как обычному человеку начать разбираться в управлении своими деньгами, инвестициями и геополитике. Вся подробная информация о простых финансах находится в описании к этому ролику. На этом все. Спасибо, что смотрите «Простую экономику» и комментируете мою работу. Если не подписаны, то не забудьте подписаться, поставить лайк этому видео и поделиться им с друзьями. Увидимся через пару недель.